Всем привет! Короче, прошло у нас обновление, новый сезон, но я думаю, вы и так уже все обо всем знаете. Но чего вы скорее всего не знаете, так это то, где сейчас можно лутать чуть ли не 10 лямов в день. Относительно безопасно и особо не парясь. Также затрону опыт БП и как его качать. Думал об этом сделать полноценный ролик, но вставки на минуту думаю хватит. А то больше говорить там особо-то и не о чем. Так вот, все вы уже видели новые активности. Многие из вас уже их даже подфармливали для квестов. Но заметили ли вы, что с них можно хорошо получать бабла? Итак, не буду тянуть, скажу, что на стандартной локе можно делать 8-10 лямов в день. А как именно, давайте сейчас и узнаем. Выходим с базы и идем вот, к примеру, на облаву Зевкаса. Зафармили ее, получаем гамму, хорошо. Идем дальше на артхантеров. Зафармили? Отлично, забираем гамму и идем на установку. Что ж, рядом ничего нет, не беда, пойдем на босса Кровососа. И даже его нет. Ну блин, тогда просто пофарми собак. Ну и конечно схрон, не забудь. Да, можешь вообще его не ставить. Схроны теперь useless, даже блоки гаммы положить нельзя. Чего, блять? Серьезно, даже блоки положить нельзя? Ну и пиздуй тогда нахуй на склад. Нахуй ты вообще тогда нужен? Смысл от схрона пропадает вообще. Зачем мне схрон только для бартера, если большинство типов и так не лутает сумки с ним? А использовать схроны только для гаммы как-то кринжово. Типа можно, но впадлу. Вот для примера ситуация. Фармил я лабиринт, в схрон шла пыль, рты, мякоть, и это большая часть от дохода, так как сама гамма не основной источник. Поэтому да, о схронах теперь забудь. А что по поводу того фарма? Ну смотри, я для себя на барьере выделил вот такую сочную область. Здесь и парочка установок, и артхантеры, и все что нужно. Главное успей прибежать первым, чтобы зафармить. Да и это почти безопасная локация. Чего тут, до дома 20 метров бежать. Разве что теперь появится тут конкуренция. Да и больше игроков с вражеских фракций прибегать будет. Вот здесь будет тусоваться Завет, а здесь свобода с наймами. И так сейчас будет на всех остальных локациях, по типу храмовой топи, института и так далее. Но в целом смотри, за час я залутал 100к с продажи хлама, и все остальное почти на лям. Вместе получается лям 100 за час. Да и кстати, блоки здесь выпадают довольно часто. Мне за предыдущие ходки выпало еще 6 штук. Так что в принципе в день тут, если играть 8-10 часов, можно спокойно сделать от 6 до 10 лямов. Конечно, это не сравнится с лабиринтом, в котором ты еще и на мякоти хорошо навариваешься, но зато это спокойная локация. Так что да, просто фарми гамму и пыль со всех спотов, с которых она падает. Ну а если ничего нет, иди на Сосыча или обычные споты. Вот и весь секрет фарма. Но думаю, что даже этот фарм понерфит в будущем. Есть у меня такая чуйка. Так что пока есть время, можешь пользоваться. А что касательно других локаций по типу шахт, кузни и так далее, то в них тоже есть свои фишки новые. Но если вам интересно и вы хотите разбор других локаций, которые изменили, то дайте об этом знать в комментариях. Так, а что у нас по БП вышло-то за этот фарм? Нихуя. БП сейчас херов качаешь? Типа вот эта система с заданиями мне не зашла. Смотри, раньше я на пассиве, когда фармил лабиринт, я мог за день сделать от 70 до 100 уровней. Сейчас, чтобы такого достичь, мне придется дрочить эти квесты, за которые дают огрызки. Так что тут даже о 20 уровнях в день речи не идет. Типа разрабы хотели, чтобы все перестали гнаться за запечатками, чтобы БП был фоновым, только как по мне они сделали абсолютно ту же дрочь, только еще хуже. Раньше сезон и даже 1000 уровней я мог спокойно сделать за 20 дней, особо не играя много. Но сейчас придется 3 месяца ебаться с заданиями, на которые я даже не хочу время тратить. Мне просто не в кайф 3 месяца делать каждый день злоебучие задания. Так что я даже, наверное, не буду в этот раз качать 500-й. Короче, а как же лучше всего сейчас прокачивать этот уровень? Есть одна стратегия, тебе нужно заролить хорошее задание, чтобы они стакались. По типу убиваешь один вид мутантов или там зомби, а выполняешь сразу пару заданий за один спот таким образом. Но знаешь, что я думаю? Разрабы просто захотели поиметь с вас больше бабок на донатах за тот же уровень БПшника таким образом. Так что, пока есть время и вы хотите бабок относительно безопасно, чтобы не пришлось терять весь лут в каком-то лабиринте из-за того, что нет схронов, то стартовые локации для вас. А сейчас так-то наступила эра ПКшеров. Потому что быть ПКшером сейчас выгоднее, чем когда-либо. Поэтому сейчас начнется движ, как примерно зимой, может даже еще больше. Но в целом, по всех остальных изменениях сезона мне понравилось. Локи ожили более-менее, мир ощущается более наполненным и живым.
Ну а снятие красок вообще имба. Единственные два минуса это схроны и фарм опыта. Хотя в фарме опыта для тех, кто немного играет, пойти повыполнять квесты будет лучше, чем раньше фармить запечатки. Но для таких типов как я, что играет по 8 часов, это конечно недостаток. А как вы относитесь к схронам и к новой прокачке опыта?